Приветствую на канале Реальный Харьков. Авианосец, город мастеров или просто Хнатоп. Так харьковчане называют один из старейших музыкальных театров и первый стационарный оперный театр Украины. Его история уходит корнями в конец XVIII века, когда зарождались оперные антрепризы. Оперные труппы гастролировали в Харькове еще с 1820-х годов, а в 1874 году в городе начал работать постоянный оперный театр. Его труппа размещалась в здании городского театра архитектор Алексей Викетов. На этой сцене шли как оперы, так и драматические постановки. В декабре 1874 года, январе 1875 по новому стилю, частным театральным предпринимателем, бергером и меценатом Пащенко было построено здание, специально предназначенное для показа музыкальных представлений. В 1925 году на базе действующей с 1880 года оперной антрепризы была основана Украинская государственная столичная опера. Эта труппа стала важной вехой в истории украинского музыкального театра, ведь именно в Харькове впервые в Украине были поставлены оперы «Лысенко», «Рождественская ночь» и «Утопленница». За первые годы существования театр сменил несколько названий. От народной оперы до русской государственной оперы, а до 1934 года здесь поставили 32 оперы и 11 балетов. Долгое время харьковские оперные спектакли шли в здании по улице Рымарской, 21, там, где теперь располагается Харьковская областная филармония. Это здание имеет богатую историю. Его построили в 1829 году, и изначально оно служило пансионом, затем увеселительным заведением в духе английских клубов, позже коммерческим клубом купеческого общества. Именно это общество открыло здесь симфонический оркестр и в 1890 году передало здание театру. Сценическую часть пристроили со стороны сада, а зрительный зал оформили в стиле французского ренессанса, вдохновляясь Тюильрийским дворцом в Париже. Кстати, на открытии сезона 1924-1925 годов в здании музыкального оперного театра состоялась мировая премьера оперы «Тарас Бульба» Николая Лысенко. 3 октября 1925 года оперой «Сорочинская ярмарка» был торжественно открыт первый национальный театр оперы и балета. На протяжении всей своей истории он был одним из самых мощных театральных коллективов Украины, постановки которого вошли в золотой фонд украинской культуры. Интересно, что зал с уникальной акустикой уцелел даже во время Второй мировой войны, но к концу 1960-х годов здание признали аварийным, и театр остался без собственной сцены. Тогда было решено построить новое здание на улице Сумской, а старое здание досталось филармонии. Изначально проект разрабатывался для Киева, но в итоге реализован был в Харькове. Строительство началось в 1970 году и строилось чрезвычайно долго – 21 год, до 1991 года. Причины задержек были типичными – нехватка финансирования, заморозка стройки, технические трудности. В результате реальная стоимость возведения театра в 4 раза превысила изначальные расчеты. Новое здание театра имеет весьма своеобразный проект, который его авторы во главе с Сергеем Миргородским, главным архитектором Украинской ССР, проектировали не для Харькова, как я уже сказал, а для Киева. Строилось по проекту коллектива архитекторов Киев-Зни-Эп Миргородского, Елизарова, Чуприна, Гупола и Зыбина. На этом месте находилась ротонда с балюстрадой, своеобразный символ Харькова, симметричной зеркальной струе.
подземный пульт управления штаба гражданской обороны и памятник архитектуры XIX века, в котором разместился молочный техникум. Архитектура здания достаточно интересна. Со стороны можно подумать, что над основным холлом нависают две большие глыбы. Именно они и составляют два верхних этажа. Отдельного внимания заслуживает площадь фонтанов перед театром. Два зала на 1500 и 400 зрительских мест, площадь помещений более 7 гектаров. И все это держится на 6 столбах размером 3 на 6 метров каждый, перекрытых 100-метровыми металлическими балками массой 100 тонн каждая. Поэтому горожане и назвали театр авианосцем или городом мастеров. И с этим трудно поспорить, ведь этот город мастеров объединил почти 1000 творческих коллективов профессиональных и технических. Они не только ставили спектакли, более 60 из которых вошли в репертуарную афишу театра, но и изготавливали костюмы и декорации для многочисленных театров Украины и мира. Художественные коллективы «Хнатоба» с овациями встречали во многих странах Западной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а они говорили с аудиторией на языке музыки. На протяжении многих лет и вплоть до наших дней на сцене «Хнатоба» ставились многочисленные оперы украинского и мирового репертуара. Тарас Бульба, Наталка Полтавка Николая Лысенко, Золотой обруч Бориса Лятошинского, Ожерелье Мадонны Эрмана Вольф Феррари, Принцесса Турандот Джакомо Пуччини, Кармен Жоржа Бизе, балеты «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Баядерка» Людвига Минкуса и многие другие. Здесь проводились смелые эксперименты. Например, в балете «Пан Коневский» балетмейстер Василий Литвиненко впервые соединил классический балет с элементами украинского народного танца. Кстати, присвоено имя Николая Лысенко театру было в 1944 году. Получил статус академического в 1934, национального в 2010 году. Стал членом Европейской оперной ассоциации «Опера Европа» в 2019 году. Театр развивал перспективные методы работы со зрителями, привлекал публику неординарными постановками. Фасад оперного театра имени Лысенко облицован артикским туфом. «12 марта 2022 года театр услышал другой язык и музыку – войны и разрушений. В результате российской бомбардировки были повреждены фасад, кровля, окна и двери города мастеров. Несмотря на повреждения, театр продолжил свою деятельность. Была создана мобильная группа, которая давала концерты на станциях метро, превращенных в бомбоубежища. Впоследствии наладили системную концертную деятельность на относительно безопасных площадках. С апреля 2022 по июнь 2024 годов часто театральные труппы находились в гуманитарном туре «Европейский путь». В рекордно короткие сроки была проведена огромная организационная и творческая работа. Благодаря этому театр, единственный из коллективов, оказавшийся в прифронтовой зоне, смог начать полноценную системную деятельность сразу на двух локациях – и в Харькове, и Европе.
По состоянию на середину 2025 года театр возобновил работу в ограниченном формате и проводит концерты и репетиции на альтернативных площадках.